Всем привет! В России закрылись еще две автокомпании – Stellantis и General Motors. Последняя ушла навсегда и прекратила полностью даже поставки запчастей, а все сотрудники заводов будут уволены. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Автокорпорация Stellantis, в состав которой входят марки Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и Fiat, закрыла свой единственный российский завод и полностью покинула рынок. Предприятие располагалось в городе Калуга и специализировалось на выпуске фургонов марок Peugeot, Opel и Citroën, а также легковые Peugeot 408 и Citroën C4. Еще на этом заводе осуществлялась сборка внедорожников Mitsubishi Outlander и Pajero, так как 30% акций принадлежали японской компании. Причина закрытия – стремительное увеличение числа перекрестных санкций и логистических трудностей. А вот General Motors принял решение полностью свернуть свою деятельность в России. Этот шаг стал реакцией концерна на запрет поставок автомобилей американского производства на российский рынок. Официальные дилеры уже уведомлены о прекращении поставок автомобилей и автозапчастей, а сотрудники российского офиса готовятся стать безработными. Сворачивать бизнес в России General Motors начала еще в 2015 году. Тогда рынок покинул Opel, было прекращено локальное производство автомобилей Chevrolet и свернуты все перспективные проекты. В 2019 году концерн продал свою долю в СП GM АвтоВАЗ, а в 2020 году продал компании Hyundai свой последний российский актив – законсервированный завод под Санкт-Петербургом. К началу этого года General Motors был представлен на рынке России американскими моделями Chevrolet и Cadillac. Также предлагали лицензионные бюджетные легковушки из Узбекистана и Казахстана. На данный момент их поставки остановлены. В прошлом году продажи составляли 5767 новых автомобилей Chevrolet и 2251 автомобиль Cadillac. General Motors запретил выдавать российским дилерам ранее заказанные и предоплаченные автомобили Chevrolet и Cadillac. По некоторым данным, не выдают даже те машины, которые успели доставить на склад импортера, не говоря уже о застрявших в Европе. Прекращаются поставки не только автомобилей, но и запчастей, что вызовет на рынке ажиотаж, люди начнут скупать запчасти и расходники впрок. Что касается отечественных автопроизводителей, то Lada лишилась автоматических коробок. Это касается и зарубежных вариантов Jatco и вазовских роботов AMT. В продаже осталось всего несколько экземпляров Lada с автоматическими трансмиссиями, и новые поступят дилерам очень нескоро. Лады с роботами и вариаторами вернутся в продажу минимум через год, при условии, что за это время АвтоВАЗ найдет новых поставщиков комплектующих и агрегатов. Ну и обещанная мною шутка юмора. Издержки возраста – это когда хотел подмигнуть девушке и задремал. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Куда нам с Ютуба уходить, если все заводы позакрывали? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, что интеллект – это способность быстро приспосабливаться к изменениям.